мне в маленькую кухню в хрущевке удалось запихнуть всю бытовую технику, какая бывает, и даже больше. Здесь есть такая вот выдвижная розетка. Чтобы подойти к другой стороне кровати, нужно обойти эту перегородку. О, in my room. Отлично, заходите. Меня зовут Екатерина, я работаю в фармацевтической отрасли. Моя работа никак не связана с дизайном и ремонтом, тем не менее, я очень люблю это дело. И сегодня я вам покажу, что мне удалось сделать из стандартной хрущевки с проходной комнатой 45-метровой, и как удалось сделать необычное пространство, не перенося стены. Эта квартира находится в подмосковном городе Солнечногорск, в старой пятиэтажке кирпичной. Это хрущевка 64-го года постройки. И эта квартира планировалась под сдачу для одного или для пары, для двоих жильцов, поскольку она на самом деле не очень большая, у нее всего 45 метров. В этой квартире раньше жили мои дедушка и бабушка, она досталась мне по наследству, я долго не решалась, что с ней сделать, но в итоге я решила, что я ее отремонтирую и буду сдавать, потому что расставаться с Солнечногорском мне не хотелось. Вот, и получилась вот такая квартира. Ну, давайте теперь я вам покажу квартиру, что получилось. Сейчас мы находимся в прихожей. Это очень маленькое помещение. Здесь входная дверь с зеркалом, чтобы как-то расширить это пространство. И поскольку здесь практически не было места ни для чего, здесь просто сделана вешалка. Задник у нее сделан из просто сосновой вагонки. Такие вот смешные крючки нам попались. Здесь картина моего любимого Анри Руссо. И сделаны две полки. Одна полка, на нее можно сесть, она как скамейка. И вторая, чтобы что-то положить наверху. Полки сделаны, как и вся деревяшка в квартире, сделаны из дубового щита, покрыта маслом. Если мы пройдем дальше, то поскольку нужно было расширить несколько санузел, чтобы влезла душевая кабина, соответственно, нам пришлось немножко позаимствовать у прихожей площади, и здесь образовалось достаточно узкое место, поэтому здесь мы сделали зеркало, чтобы было пошире пространство. И здесь электрический щиток, в котором все необходимые устройства, стоит вольтметр, счетчик, в общем, все удобно и аккуратно. Потолок здесь невысокий, здесь примерно 2,45, поскольку он натяжной, и натяжной потолок обычно скрадывает примерно 5 сантиметров минимум. Но поскольку здесь снимали полы деревянные, до ремонта здесь был деревянный пол на лагах, соответственно, вот этот вот потолок и полученные сантиметры от вот этого пола образовали примерно 2,5 метра, где-то 2,47 высота вот этого помещения. Но это не очень высокий потолок. Поскольку дом кирпичный, хотелось сохранить воспоминания об этом, поэтому мы использовали вот такую гипсовую плитку под кирпич. Она использована здесь и в гостиной. Вот получилась такая стена, и, по правде говоря, эта стена еще была кривоватая, поэтому плиткой такой удалось скрыть здесь неровности, здесь было очень сложно это выровнять. Из прихожей мы попадаем в большую светлую гостиную. Здесь белые стены, много света. Вообще мне хотелось сделать эту квартиру комфортной для проживания, такой, как бы я сама бы жила, и обязательно оснастить ее всевозможной техникой, удобной и комфортной. Например, в этой квартире на кухне установлена всевозможная техника. Кроме стандартного набора есть кофемашина встроенная, есть измельчитель отходов, фильтры стоят питьевой воды, то есть все, что нужно для того, чтобы было удобно. В гостиной мы повесили большой прекрасный телевизор, это Smart TV, но выяснилось, что он большинство каналов не поддерживает. И тут хорошим решением оказался сервис Movix Pro Voice от Dom.ru. Его суть в том, что под одним аккаунтом можно смотреть более 190 телевизионных каналов. В том числе архивы телепрограмм, тысячи фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах и
YouTube на большом экране. А еще здесь есть доступ к магазину приложений Google. Этим сервисом можно пользоваться на 5 устройствах одновременно, а сама приставка маленькая, она хорошо вписывается в интерьер, либо ее можно вообще спрятать за телевизор. Для того, чтобы обеспечить стабильный интернет-сигнал для этой приставки, я выбрала роутер тоже от Dom.ru. Это хороший мощный роутер, который обеспечивает максимальную скорость интернета. И благодаря этому его хватает на все устройства, и он покрывает сигналом всю квартиру. Есть прекрасный пакет услуг, называется он «Засмотрись». В него входит все необходимое. Это интернет, цифровое телевидение, 3 популярных киносервиса и, собственно, сама приставка Movix Pro Voice. И все вместе это очень удобно, поскольку не нужно искать дополнительных провайдеров, поставщиков услуг и так далее. Все находится в одном пакете. Здесь есть разные пакеты, можно выбрать наиболее подходящий для себя. И на первые 2 месяца подписки есть скидка 50%. Получается очень выгодно с такой набор услуг и очень приятно. И я могу уверенно сказать, что с таким техническим оснащением квартира это пригодна и для жизни, и для отдыха, и для работы. Центром гостиной является диван. Это достаточно распространенная модель, она очень простая, он раскладывается, на нем можно спать вдвоем. Таким образом, в этой квартире есть еще 2 дополнительных спальных места. Диван изначально был серый, мы добавили сюда цветные подушки, чтобы он был повеселее. Над диваном висит такой вот торшер, не торшер, лампа, не лампа. Она меняет свою высоту, ее можно по-всякому там направлять, свет, если хочется почитать на диване, можно это сделать. Похожий светильник и похожий диван можно найти на маркетплейсе In My Room. За диваном находится такая невысокая перегородка. Изначально хотели сделать барную стойку, какие-то стулья к ней, но потом отказались от этой идеи в пользу полноценного стола. И таким образом, во-первых, эта перегородка разделяет пространство, во-вторых, она как бы защищает сидящих на диване. Тут такой получается уютный угол. И над диваном тоже, я сначала думала сделать полки, но потом я поняла, что, наверное, это будет перебор. Здесь просто такое светлое большое пространство, и вообще его не хотелось нагружать никакими дополнительными элементами, предметами. Поэтому здесь есть диван, телевизор, такой комод, в который можно сложить какие-то вещи. Вот. И, конечно, в таком белом интерьере хотелось приобрести какой-то цветной акцент. Вот, и было решено здесь наклеить вот эти фотообои. По правде говоря, они уже поднадоели за то время, пока они тут находятся, но их очень легко поменять. То есть это не проблема, можно сюда наклеить другие обои, либо покрасить эту стену в какой-то, сделать ее однотонную, как и у какого-то цвета. Да. В гостиной свет реализован точно так же, как в прихожей, как везде в квартире. Это дубовые панели, на которых закреплены такие вот отдельные бра. И это все было собрано на задней части панели, были прорезаны каналы для проводов, и мы все собрали, и получился вот такой светильник. Потому что подумалось, что если светильники будут закреплены просто на стене, они будут немножко пустоватый будет вид, то есть они лучше смотрятся на таких панелях. Во всей квартире одинаковые светильники, только в спальне они белые, но такая же точно модель. Из гостиной мы попадаем в такую спальную зону. На самом деле здесь стена стоит там, где она стояла раньше. И обычно в таких квартирах ширина вот этой комнаты, изолированной, да, в которую попадают из общей проходной комнаты, она очень маленькая, то есть примерно 2 метра 30 сантиметров. Вся система хранения в этой квартире находится вот здесь, по этой стене, по периметру. Да. На самом деле здесь могут быть разные варианты, но решение универсальное. Все соседи, которые приходили смотреть, им очень понравилось, они сказали, что они тоже так хотят сделать, потому что здесь фактически вся стена может быть занята шкафом, но мы здесь сделали полки, но можно сделать какие-то другие варианты, да, может быть, и там тоже организовать какие-то ящики. Этот шкаф был сделан на заказ. Это обычные жалюзийные сосновые двери, которые мы покрасили маслом, прикрутили ручки. Вот. Ну, так и тут у меня живет человек, снимает. Вот. Он не очень еще пока обжил этот шкаф, тут полупустые полки. Вот. И здесь было решено сделать такую выдвижную гладильную доску. Вот. В общем, можно погладить и что-то сразу в шкаф положить. И сделали такую подсветку на дверях, когда дверь открывается, то в шкафу загорается свет. И 3 антресоли, но они пока пустые.
Вот, там ничего нет, но, в принципе, места в этом шкафу достаточно. Если вам интересны другие подобные решения, подписывайтесь на канал In My Room TV и ставьте лайки. In My Room – это маркетплейс красивой мебели. Заказывайте тысячи товаров с доставкой в любой город. А пока смотрите наши новые видео и вдохновляйтесь на переделки. На самом деле это не кровать. Здесь нет кровати, как ни странно. Это речное основание на ножках. На нем лежит матрас, а все, что вы видите вокруг, это сделано из дубовых панелей, просто собранные, привинченные доски, и бока у кровати, и вот эта спинка. Это все просто элементы вот этого дубового щита. За изголовьем здесь есть ящик для белья. Он открывается. Вот, он тоже, я думаю, сейчас пустой. Здесь ничего нет, но здесь можно что-то положить, какие-то зимние одеяла или подушки лишние. В общем, здесь такой ящик. Вот. Ну и полки, опять же, пока квартира полупустая, но здесь можно поставить книжки, что-то нужное. В общем, такая большая система хранения. Вот. Поскольку подход к кровати с двух сторон, соответственно, здесь сделан проходной выключатель. То есть, если мы здесь свет выключаем, то с той стороны его можно включить. Это такое стандартное решение с проходным выключателем. И над кроватью повесили телевизор. На кровати мы придумали такое забавное решение, когда встаешь ночью, чтобы был хоть какой-то свет, у кровати есть подсветка. То есть она срабатывает на движение. Соответственно, чтобы подойти к другой стороне кровати, нужно обойти эту перегородку. И с этой стороны организовано рабочее место на подоконнике. Поскольку подоконник немного выше стандартной высоты стола, пришлось купить полубарный стул, но он очень удобный. Вот, и здесь приятно сидеть, смотреть в окно и работать. Здесь много света, здесь есть все необходимое. Мы здесь сделали тоже такую вот убирающуюся в стол розетку, чтобы можно было подключить все необходимое, в том числе здесь стоит роутер. Вот, ну и такие ящики. Таким образом, вся вот эта вот мебель была сделана на заказ. Фасады были сделаны на фабрике, а эти фасады мы купили и повесили их отдельно, покрыли маслом. Вот такое помещение. Здесь можно отдыхать, можно работать, и оно удобное. И мы повесили еще кондиционер, конечно, на случай жаркого лета или наоборот, когда еще не включили отопление. Здесь было прохладно, вот, и включали, чтобы немножко обогреться. Свет в этой зоне тоже, в общем, такой же, как и во всей квартире. Это такие светильники бра, закрепленные на дубовой панели, а над кроватью два таких вот черных светильника отдельных. Из спальни мы попадаем в столовую зону. Здесь стол со стульями. Стулья обыкновенные, это Икеа, они классические, белые, мне очень нравятся. Здесь есть высокий стул для маленького члена семьи или гостя, который пришел. На стульях лежат подушки, тоже Икеа. А сам стол был изготовлен тоже из дубового щита, как и все в этой квартире. Это просто дубовый щит, и к нему мы купили отдельно ножки в компании, которая производит отдельно мебельные ножки, и покрасили их. Вот у нас получился такой дубовый стол, который гармонирует со всеми остальными деревянными элементами в этой квартире. Также из дубового щита сделан подоконник. Под подоконником радиатор. Радиатор новый, это чугунный современный радиатор, но мы решили его сделать таким, как он был раньше, когда заменяли, в общем, чтобы он был похож на тот, который был в 1964 году здесь установлен. Мы его покрасили белой красочкой. Вот, и у нас такой вот радиатор. Вот, в углу у нас стоит пылесос. Вообще говоря, в квартире не очень много места для хранения. Вот, и решили, что большой пылесос здесь не нужен. Здесь единое пространство, поэтому вот пылесос нам очень пришелся. Он здесь периодически катается и собирает пыль. Из этой зоны есть выход на балкон. Балкон смотрит, вообще это окно, смотрит на такой зеленый двор. Здесь нет машин, здесь просто газон, такие кусты, деревья. И мы решили, что очень многие люди стеклят балконы. На самом деле это, конечно, наверное, от какой-то неизбежности. Люди хотят хранить вещи и так далее. Но здесь прекрасный вид, поэтому мы, наоборот, демонтировали такую панель, которая наполовину закрывала просвет, покрасили решетку в черный цвет, и получился такой вот балкон, на котором приятно сидеть, посмотреть на зелень.
о чем-то помечтать и так далее. На балконе установлена розетка и светильник, чтобы можно было вечером выйти или там поработать с компьютером. В общем, сделали такое место для отдыха на улице. Понятно, что в этой квартире, когда мы начинали ремонт, пришлось поменять все. Ну, то есть начинали мы в общем-то, с периметра кирпичного. Здесь все было демонтировано, старые перегородки, санкабина, все. Вот. И в том числе мы поменяли и окна, и теперь эти окна, раньше здесь был импост посередине, мы решили сделать единое стекло, вот можно посмотреть. Вот. И от этого здесь гораздо больше света. Вот от единого такого остекления. Ну, а чтобы проветрить, можно открыть балконную дверь, если это очень нужно. Вообще, поскольку это единое пространство, то любое окно годится для проветривания. Над столом висит люстра. Похожие люстры можно купить на маркетплейсе In My Room. Из столовой зоны мы попадаем на кухню. И поскольку эти дома старые, оснащены газовыми плитами, соответственно, нельзя было разламывать эту стену и делать единое пространство, поэтому мы оставили здесь перегородку, вот, но сделали широкий проем, и при желании можно его закрыть. Здесь есть выдвижные вот такие двери, что-то там скрипит, это бывает. Вот, то есть все полностью закрывается. Но на самом деле особенной нужды в закрывании нет, поскольку все-таки это единое пространство, и здесь нет, конечно, такой готовки, когда все там летит масло, поэтому дверь есть, вот ей можно воспользоваться. Сама же кухня, вообще это моя гордость, потому что мне в маленькую кухню в хрущевке удалось запихнуть всю бытовую технику, какая бывает, и даже больше. Ну, начнем по порядку. Во-первых, есть большой холодильник в этой кухне с морозилкой внизу. Над холодильником есть шкаф, и у нас здесь хранятся инструкции к бытовой технике. Вот в коробке на полке. Вот. Дальше духовка, микроволновка. Под духовкой ящик для сковородок и для какой-то посуды для готовки. Из техники здесь есть стиральная машина. Вот. Полноразмерная. Можно все постирать. Сушилка есть на балконе раздвижная. Можно там это высушить. Также на кухне, я люблю кофе. Вот, мне все говорят, зачем тебе кофемашина? Но я решила, что в этой квартире обязательно будет кофемашина, а поскольку поверхности не очень много, мы сделали здесь встроенную кофемашину. И каждое утро пахнет кофе. В общем, это всегда приятно. Здесь есть варочная газовая панель. Здесь есть такой вот подвесная полка или стойка, держатель для бокалов, чтобы не нужно было их в ящик прятать, держатель для бутылок. Здесь есть такая вот выдвижная розетка. Это была необходимость, поскольку здесь стеклянная стена, и, соответственно, из плитки не хотелось сюда вешать розетки на стену, поэтому мы их врезали в стол. Вот. Ну и, собственно, задняя панель вот этого стола, да, она представляет из себя стеклянную стену в санузел. То есть здесь матовые стеклоблоки, конечно, там ничего не видно, но свет проходит, и днем в санузле светло. А вечером очень красиво. Если где-то горит свет с какой-то стороны, то все это красиво светится. Здесь расположена вот эта варочная готовочная зона, да, и она декорирована мексиканской плиткой ручной работы. Вообще хочу сказать, что квартира началась именно с этой плитки. И все остальное это плитка такая недорогая, известного производителя, которую можно найти. Вот такой зеленый цвет мне нравится. Что касается вытяжки, с вытяжкой тоже была интересная история, потому что вторая вещь, которая была куплена для этой квартиры, это была эта вытяжка. Вытяжка куплена на вторичном рынке у человека, которому она не пригодилась. И мы ее покрасили, обклеили плиткой, вставили в нее мотор, механизм самой вытяжки. Здесь стоит мощная вытяжка, поскольку здесь все-таки единое пространство. Купили вытяжку, которая мощность примерно 1000 кубометров в час, то есть она такая мощная. И сделали здесь еще дополнительный свет. Вот, поэтому это все пространство хорошо освещено. Вот, и здесь приятно находиться. Здесь еще есть волшебный ящик, который мой жилец тоже ничем пока не заполнил почти. Вот у меня там кастрюлька стоит. Но это такое хорошее решение, называется волшебный уголок. Вот, есть разные варианты этих уголков. В общем, я считаю, что это очень удобно. Ровные полки, там это не поворотное устройство, а такое выдвижное. В прямой стол угловой
который просто стоит в угол одним концом. Когда мы смонтировали кухню и установили все ручки на дверь, мы поняли, что мы совершили ошибку, потому что здесь ручка не давала открыться шкафу, вот, задевала. Вот. Ну, то есть вариант с тем, чтобы там открыть стиральную машину, потом все, конечно, не годилось. Вот, поэтому нашлась вот такая прекрасная складная ручка, она почти похожа на все остальные. Вот, ее можно просто вот так прижать, и тогда ящик свободно открывается и ничего не задевает. Что касается раковины и мойки, очень хотелось иметь раковину под окном, чтобы можно было мыть посуду, любоваться зеленью или там золотой осенью или зимой. Вот, и понятно, что помыв посуду, нужно было ее куда-то поставить, поэтому над раковиной поставили вот такую полку, она очень удобная. Здесь можно все разместить, и тарелки, и чашки, и моющие средства, мочалки, все, что нужно. Вот, здесь, поскольку под раковиной стоит фильтр, соответственно, здесь кран с интегрированным краном для чистой воды, то есть здесь две ручки, это просто вода, это чистая вода. И под раковиной также вмонтирован измельчитель отходов. Я считаю, что это удобная вещь, поскольку дом не оснащен никаким мусоропроводом, пищевые отходы сразу же начинают портиться и пахнуть. Дальше стоит посудомоечная машина полноразмерная, то есть это 60 сантиметров машина. Вот, и тут есть фокус, потому что, как вы видите, стена здесь, а машина имеет глубину 60 сантиметров. Вот в этих домах есть так называемый хрущевский холодильник. То есть это такая ниша под окном на кухне, которая в советские времена закрывалась в виде такого шкафа, делалась, и там люди могли хранить консервы или картошку или еще что-то такое. Вот, мы этот холодильник демонтировали, и за счет этого хрущевского холодильника мы получили 20 сантиметров глубины дополнительно. Из-за этого удалось поставить сюда посудомоечную машину, ну, как и раковину, как и все. То есть здесь вся кухня вдвинута на 20 сантиметров за уровень вот стены. То есть, если у вас есть хрущевский холодильник, у вас есть, считайте, плюс 20 сантиметров кухни по ширине, что позволяет поставить больше мебели и больше кухонных приборов. А здесь уже ящик короткий, то есть он уже упирается в стену, и здесь, ну вот, таблетки для посудомойки, там моющие средства, такой ящик. На кухне тоже мы использовали, ну, как, собственно, и вся стена с окнами отделана гипсовой плиткой под кирпич. Выглядит это, как будто это настоящий кирпич. А что я хочу сказать еще по поводу газовой трубы. Сейчас она находится в недоделанном состоянии, потому что здесь предполагался такой вертикальный сетчатый металлический короб красивый, который мне никак не могут изготовить. Я заказала его уже очень давно, но там инженеры что-то не могут придумать, как его реализовать на практике, как его крепить. В общем, мы ждем решения от этой компании, что они мне этот короб сделают. В общем, здесь, по идее, должна быть такая черная сетчатая колонка с отверстием под кран. Вот, сетчатая, потому что она проветривается, соответственно, известно, что газовые трубы нельзя прятать ни в какие короба, они должны быть доступны, все краны, все. Но вот было такое решение, что мы сделаем сетку. Вот, из такой сетки делают экраны для батарей, и они обещали мне сделать такую сетку для трубы газовой. Ну вот, пока вот мы используем это как вешалку для полотенца. Кран. Теперь, что касается света на кухне и потолка. Ну, потолок здесь на самом деле сделан такой нетривиальный для квартиры. Он сделан тоже из вагонки, как и задник у вешалки в прихожей. Это обычная вагонка, затонированный такой белый цвет. И закреплен плоский светильник. А здесь висят два подвесных светильника, чтобы организовать локальный свет в месте, где можно попить чай, где чайник, вот этот стул и вот такое маленькое сидячее место. Здесь в углу находится стояк отопления. Там внутри уродливая труба, которая очень неудачно еще расположена. Она очень близко к стене, и не удавалось ни оштукатурить, ни отделать стену нормально. В общем, мы решили заключить такой короб. При желании его можно разобрать. То есть, если нужно будет к этой трубе добраться, здесь есть шурупы, винты, все это можно разобрать, и будет доступ. Как я уже говорила, во всей квартире лежит ламинат, а на кухне и в санузле лежит керамогранит. Стык сделан герметиком, ну и... В общем, практически незаметно, то есть одинаковый оттенок, как будто это деревянный пол продолжается на кухне. Теперь заходим в санузел.
Он совместный. И в этом санузле на самом деле применено много интересных решений, начиная с того, что в этом доме, в этой квартире не было сантехшкафа. То есть здесь просто была кирпичная стена, из которой торчало 3 трубы канализации и водоснабжение, горячее и холодное. Вот. И понимая, что нам нужно где-то разместить счетчики, гребенки, в общем, было принято решение эти трубы переварить и разместить их под вот этим вот столом. То есть под этим столом находится сантехшкаф. А если еще учесть, что в Солнечногорске не очень хорошая вода в городе и нужно ставить центральные фильтры, то этот шкаф нам очень помог, потому что мы смогли там разместить фильтры, мы смогли там разместить водонагреватель на 30 литров на случай отключения горячей воды летом. Таким образом, вот мы решили проблему с размещением всех вот этих необходимых сантехнических устройств. Вот. Там, где был стояк, то есть фактически его здесь не было, здесь была стена, мы сделали душевую кабину, она вот такой неправильной формы у нас получилась, и поэтому было решено залить просто душевой поддон, сделать трап и повесить здесь душевую панель. Вот, ну что здесь еще? Здесь есть, в общем, все необходимое, здесь есть гигиенический душ, унитаз смонтирован на инсталляции. Инсталляция самого маленького роста, это 82 сантиметра, такие инсталляции можно найти. И унитаз тоже один из самых небольших, компактных, потому что здесь не было много места. Ну вот эту полку мы сделали из остатков щита дубового, она сюда так вписалась хорошо, на ней можно все поставить. И самое главное, конечно, украшение этого санузла, наверное, это вот эти зеркала по бокам, которые делают санузел гораздо больше, чем он есть на самом деле. И вот эти вот стеклоблоки прозрачные, которые позволяют свету из окна кухни попадать в санузел днем. И здесь можно не зажигать свет и пользоваться здесь тоже, в общем-то, светло. Вот такие решения. Ну, здесь шкаф, здесь вместе с фильтрами и всякими гребенками, счетчиками хранится всякое для уборки. Вот эти двери открываются, а эту дверь мы сделали, чтобы она снималась, она на магнитах, ну, потому что ее невозможно открыть, соответственно, она просто снимается. Вот такие решения. Наверху смонтирована вентиляция, тоже там было сложно ее подключить, потому что отверстие под вентиляцию было смещено, поэтому мы решили сделать такую дубовую тоже как будто балку и вмонтировать вентилятор в нее. Здесь есть электрический полотенцесушитель, теплый пол сделан, ну и вот крючок для полотенец, можно фен повесить. Ну, в общем, мы постарались, чтобы здесь было все необходимое, хотя здесь очень маленькая площадь, практически это такой же санузел, как и был в квартире, он только чуть-чуть расширен вот на 25 сантиметров, чтобы поместилась вот эта душевая кабина. Он расширен за счет прихожей, что можно сделать по нормам. Стены у нас покрашены моющейся краской белой, и на потолке смонтированы светильники с такими поворотными вот этими светящимися элементами, их можно направить в разные стороны. Вот. Таким образом, здесь такое большое светлое помещение получилось за счет зеркал и света, и светлой отделки. Спасибо, что вы приехали. Я надеюсь, что вам все понравилось. Надеюсь, что каждый для себя нашел здесь какую-то идею. И пока!